В истории подводной войны есть корабли, о которых говорят негромко. Не из-за секретности, из-за уважения. Эта лодка прошла 2 океана, пережила штормы, торпедные атаки и сотни взрывов глубинных бомб. Она воевала там, где шанс вернуться был минимальным. Ее имя – подводная лодка С-56. Легенда советского флота времен Великой Отечественной войны. Сегодня мы расскажем ее историю. От постройки и невероятного перехода до боевой славы и музея, который стоит на берегу как памятник тем, кто воевал под водой. В истории советского флота подлодка С-56 занимает особое место. Во время Великой Отечественной войны она потопила немало вражеских кораблей, пережила сотни взрывов глубинных бомб и была удостоена вечной славы. О легендарной советской субмарине С-56 расскажем в этой программе. Перед Великой Отечественной войной в Советском Союзе строилось нескольких типов дизель-электрических подводных лодок. Одним из самых современных на тот момент считался тип, который создавался по немецким технологиям. Подлодку С-56 начали строить в Ленинграде в 1936 году. Затем частями по железной дороге доставили во Владивосток. Там собрали, спустили на воду и в 1941 году приняли в состав Тихоокеанского флота. Несмотря на немецкие корни, С-56 имела советские составляющие: 2 дизельных двигателя, радиостанции, шумопеленгатор, гирокомпас и оружие. Субмарина была снабжена 6 торпедными аппаратами, могла погружаться на глубину до 100 метров и развивать надводную скорость почти до 20 узлов. Экипаж состоял из 45 человек и размещался в 7 отсеках прочного корпуса. Командиром был назначен опытный капитан-лейтенант Григорий Щедрин. В 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Осенью 1942 года руководство Советского Союза решило усилить Северный флот путем переброса туда 6 подводных лодок с Тихоокеанского флота. В том числе С-56 ожидал большой переход из Владивостока в город Полярный. Идти по Северному морскому пути было нельзя из-за сложной ледовой обстановки. Все мощные ледоколы, способные осуществить проводку, остались на западе страны. Отряду подлодок предстоял небывалый по тем временам переход через Тихий океан, Панамский канал и Атлантику с заходами в порты союзников, в Соединенные Штаты Америки, Канаду и Великобританию. 6 октября 1942 года С-56 вышла из Владивостока. При всей секретности миссии двигаться приходилось в основном в надводном положении. И не потому, что так быстрее, просто изношенные аккумуляторные батареи не позволяли долго задерживаться под водой. При этом путь пролегал через районы, охваченные боевыми действиями Второй мировой войны. В Тихом океане угрозу представляли японцы, в Атлантике – немцы. Осуществить такой сложный переход смогли не все. Пересекая Тихий океан, одна из 6 подлодок, Л-16, была торпедирована и затонула вместе с экипажем. Официально считается, что атаку совершила японская подводная лодка И-25, но также есть версия об ошибочной атаке американцев. Таким образом, движение на север продолжили 5 советских подлодок. Впереди их ждали суровые испытания. В тропических широтах моряки изнывали от жары. Температура воздуха в отсеках доходила до 55 градусов по Цельсию. Люди работали на пределе возможностей, а некоторые даже теряли сознание. С выходом в Атлантический океан С-56 попала в сильный затяжной шторм. Высокие волны кидали лодку из стороны в сторону, так что крен достигал 45 градусов. Людей выбрасывало из коек, а при раздаче пищи кока обварила кипятком. Стихия повредила цистерны главного балласта, вывела из строя носовые горизонтальные рули, в рубке повыбивала стекла, волнами сорвала листы легкого корпуса и частично затопила снарядный погреб. Все повреждения ремонтировались в портах союзников, после чего С-56 двигалась дальше. Во время перехода подлодка дважды была атакована вражескими торпедами. Первая задела килевую часть корпуса, но не взорвалась.
Вторую торпеду заметили в воде по пузырчатому следу и вовремя от нее уклонились. Неоднократно в открытом океане ломались двигатели, но их удавалось ремонтировать и продолжать путь. Однажды в подводном положении лодка застряла между мачтами утонувшего судна, выбралась задним ходом. В общей сложности субмарина преодолела более 16 тысяч морских миль. Минуя холодные северные и жаркие тропические широты, прошло 2 океана и 9 морей. Плавание продлилось больше 5 месяцев. В марте 1943 года С-56 прибыла в пункт назначения, город Полярный, и вошла в состав Северного флота. Впереди оставалось больше 2 лет войны. Во время Великой Отечественной войны Северный флот выполнял ряд важных задач. Он защищал свои морские пути, прикрывал советские берега от обстрелов и вражеских десантов, наносил удары по транспортным судам, которые снабжали немецкую армию. Первым заданием для С-56 на Северном флоте стала скрытная высадка разведгруппы в тылу противника. После успешного выполнения этого задания субмарина отправилась на поиски немецких транспортов. Встреча с неприятелем не заставила себя долго ждать. Был обнаружен крупный конвой, но, как говорится, первый блин комом. Большое расстояние до цели и ошибки при подготовке лодки к торпедной атаке привели к неудаче. Конвой скрылся за каменистым мысом, даже не почуяв опасности. В ожидании других целей С-56 сама была атакована. Внезапно рядом с бортом прогремели 6 оглушительных взрывов. Шумов винтов поблизости не было, поэтому стало очевидно, бомбы скинул дозорный самолет противника и улетел восвояси. Через несколько дней гидроакустик подлодки услышал характерные звуки винтов, а командир Григорий Щедрин увидел в перископ очередной немецкий конвой. На этот раз выпущенные торпеды попали точно в цель. В течение 15 минут транспорт переломился на 2 части и затонул. Но радоваться успеху было рано. Корабли охранения начали сбрасывать в воду глубинные бомбы. Хаотичные взрывы говорили о том, что противник не знает местоположения подводников. Вскоре бомбежка прекратилась. Спустя 4 дня на горизонте был замечен другой конвой. Попытка подойти к нему поближе для атаки обернулась неудачей. Вражеский сторожевик заметил советскую подлодку и сразу обрушил на нее массивные взрывы глубинных бомб. Чтобы укрыться от бомбежки, субмарина прошла под транспортным судном, вынырнула с другой стороны и атаковала его 2 торпедами из кормы. Снова точное попадание. Затем срочное погружение, удар о грунт почти на предельной глубине и тихое подводное маневрирование с отрывом от преследования. Последующие боевые выходы тоже были результативными. Особенно, когда командир Григорий Щедрин одним залпом потопил сразу 2 цели – транспорт и сторожевик. Но не всегда удача была на стороне С-56, опасность поджидала подводников везде, даже на пути в базу. Неоднократно с мостика рулевые сигнальщики замечали приближающиеся торпеды, и только благодаря быстрой смене курса и скорости удавалось увернуться от смертельных ударов. Раз за разом подлодка благополучно форсировала многоярусные минные поля. С одной мины разминулась на расстоянии метра. На берегу экипаж С-56 встречали как победителей под звуки оркестра с транспарантами и жареным поросенком. Стоянка в базе была необходима для ремонта, пополнения боезапаса, провизии, а также для восстановления сил личного состава. После непродолжительного отдыха все повторялось заново. Выход в море, атака транспортов противника, уход от глубинных бомб, возвращение в базу. Но один из походов особенно запомнился всему экипажу. Однажды С-56 под водой обнаружили немецкие противолодочные корабли, 2 эсминца и 5 сторожевиков. Они часами сбрасывали в воду бомбы, чтобы потопить субмарину. Оторваться от преследователей никак не получалось. Тогда, чтобы сделать движение лодки максимально тихим, командир Григорий Щедрин приказал отключить систему регенерации воздуха. Со временем дышать стало гораздо труднее. Подводники начали терять сознание. Бомбежка длилась 26,5 часов,
За это время было сброшено более 300 глубинных бомб. Отключение системы регенерации в итоге принесло свои плоды. Подлодка двигалась настолько тихо, что вскоре немцы ее потеряли. Взрывы прекратились. После всплытия на поверхность командир открыл рубочный люк и, вдохнув свежий воздух, на мгновение даже потерял сознание. Но все закончилось хорошо. Все остались живы, а корабль избежал серьезных повреждений. Считается, что за годы борьбы с немецкими захватчиками С-56 одержала 14 побед, потопила 10 и серьезно повредила 4 вражеских транспорта. По количеству достоверно потопленных целей С-56 была признана самой результативной субмариной Советского Союза времен Великой Отечественной войны. Руководство Советского Союза высоко оценило боевые заслуги подлодки С-56. Она была награждена орденом Красного Знамени и удостоена гвардейского звания. Экипажу вручили в целом более 400 орденов и медалей, а командиру Григорию Щедрину присвоили звание Героя Советского Союза. В 1954 году С-56 северным морским путем вернулась во Владивосток. Таким образом, она стала первой отечественной субмариной, которая совершила кругосветное плавание. С приходом на флот нового поколения подводных лодок С-56 была выведена из боевого состава и использовалась в учебных целях для молодых подводников. На ней тренировались заделывать пробоины, тушить пожары и ликвидировать другие неприятности. Держать напор, проверять герметичность. Готово, товарищ капитан! Когда наступило время сдавать корабль на слом, его решили сохранить в качестве музея, как память о великих заслугах прошлого. Корпус разобрали на части, доставили на корабельную набережную Владивостока, собрали и установили на пьедестал вечной славы. К 30-й годовщине Великой Победы 9 мая 1975 года состоялась торжественная церемония открытия музея. Внутри субмарины расположена экспозиция, которая рассказывает об истории создания подводного флота России. Становление подводных сил Тихоокеанского флота и боевом пути подлодки С-56 в 3 носовых отсеках сохранено оригинальное оборудование в первоначальном виде. В центральном посту управления расположены рули всплытия и погружения лодки, перископ, колонки воздуха высокого давления. Во 2-м отсеке находится офицерская кают-компания, каюта командира, а также место гидроакустика. В 1-м отсеке расположены 4 торпедных аппарата, запас торпед и койки матросов-подводников. Легендарный подводный корабль сегодня считается одним из самых ярких символов Владивостока. С момента открытия музея каждый день на С-56 поднимают и спускают военно-морской флаг Советского Союза. Это знак памяти о военных заслугах прошлого, о славном экипаже, мудром командире и обо всех подводниках, которые защищали свою родину и внесли весомый вклад в победу над гитлеровской Германией. Есть корабли, которые заканчивают войну на металлоломе, а есть корабли, которые заканчивают войну в памяти. Подводная лодка С-56 прошла путь, который кажется невозможным даже по меркам большого флота. Переход через океаны, война в ледяных морях, торпедные атаки, глубинные бомбы и возвращение домой. Сегодня она стоит у берега как музей. Но по сути это мемориал тем, кто уходил под воду и не имел права на ошибку. Потому что настоящая легенда не ржавеет, она просто становится историей.